Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топи Геймс. Нас, конечно, настигла самая интересная обнова и есть много вопросов. Во-первых, о дроне, о новых локациях и не только. Что с новыми локациями делать, насколько они крутые и самое главное, а как же собрать гребаный дрон без доната? И да, в сегодняшнем видео ответ. У нас изменена была лаборатория. По крайней мере, как минимум, ящики, которые здесь есть. Я быстренько пробежался, чтобы не делать видос просто огроменным, длиннющим. Вот в таких вот ящиках присутствует новый лут. Я, конечно, взял ва-банк, это очень плохо. Да, на меня не действуют типа вот эти вот молнии, на меня не действуют какие-то дебафы, но самое главное, что если меня сольют, а у меня уже здесь сливали, то я все, не появляюсь. Кстати, не имея на этом аккаунте ни одной монеты, я потерпаю фиаско. Почему? Потому что выбрать те бафы, которые я хочу, я не могу. Итак, где взять детали для дрона, сливая МК-7 и МК-8? Вот таких вот ребят, боссов, здешних боссов, ты получаешь возможность получить неотъемлемую часть тех ресурсов, которые нужны, чтобы все-таки бездонатно собрать дрон. Итак, давайте вспомним, что такое дрон и с чем его едят. Вот такой вот крафт дрона. Если честно, все вот это уже есть в игре. И я думаю, что у большинства из вас эти ресурсы есть, но у нас не хватает микросхему. Как вы видите, 0 из 10. И я быстренько, ребят, сейчас их найду. Постараюсь найти. Главное, когда вы выбрали ва-банк здесь в бафе, да, конечно, круто. С одной стороны, круто то, что ты там неуязвим каким-то дебафом или каким-то негативным свойством, эффектом этой лаборатории. Но есть большущий минус в чем? То, что если ты сольешься, ты потеряешь все. И представьте себе, что я потерять могу. Я потерял вон кучу пропусков, ашек. И могу потерять даже вот этот вот процессор, если у нас он с МК-7 упадет. Падальщик МК-7 это неотъемлемая часть лаборатории. Его нужно пройти по любасу 100%. И мы его проходим для того, чтобы получить крутейший вот этот вот, не помню, как он называется, передатчик, по-моему. И сейчас мы его получим. 2 фэнскара должно вровень хватить для того, чтобы первый вот такой полетный контроллер получить. Первый полетный контроллер. Если у вас такой же дебаф, как у меня, оставьте его где-то сейчас в любом месте. В любое место положи. Потому что если сейчас, не дай бог, меня сольют, то все, до свидули, факи дули. Итак, оружейный мастер. Вы можете использовать оружейные способности. Чаще у меня этого нет. Ну и, наверное, экстренные. Кнопка. Пускай это неплохо. Будем какие-то дебафы исключать. Итак, ребят, я поднимусь повыше, чтобы в ящик все оставить. Потому что боюсь контроллер потерять. Это 100% улетит, если мы, ребят, его не оставим где-то в ящике. Оставляю, ребят, вот здесь это все добро, которое мне с МК-7 упало. И возвращаемся в бой. В бой, потому что мне нужно найти как можно больше. Если вы везучий человек, если верить всем тем ребятам, которые говорят и рассказывают о бункере Браво, о лаборатории, все то, что нам интересно, то я вам скажу только одно. Что здесь можно получить целых 4 таких передатчика. И это точно к гадалке не ходи. МК-7 и МК-8. Два босса, с которых падает. Но у нас же есть и простой, и хард режим лаборатории. Поэтому прямо сейчас мы, ну, понятно, мы прямо сейчас проходим лабу чисто для того, чтобы достать эти передатчики. Что хотелось бы сказать. Если вы хотите максимально сэкономить, то хард режим и хард режим не для вас. Вас никто не заставляет идти на хард режим. Я просто взял самый топовый огнестрел. Я просто сейчас юзаю все самое топовое. Я не захожу ни в одну комнату. Я просто прохожу все прямо. Все прохожу прямо. Не открывая ни одной комнаты. Максимально используя экономию в прохождении. Как эта экономия выглядит? Вот, ну да, вы потеряете в количестве карточек. Тут 100%. Тут даже к гадалке не ходи. Но других вариков нету.
Лаборатория должна быть пройдена. Лаборатория, естественно, может быть пройдена вообще в ближнем бою. Я думаю, что вы уже неоднократно наблюдали, что есть ребята, которые все-таки проходят в ближнем бою лабу. И это уже не секрет. Я думаю, что есть умельцы, которые не раз это уже делали. Главное, чтобы у вас не было таких дебафов, которые вообще могут сделать это невозможным. Да, у нас есть возможность попасть на там, типа, зомби хилятся при ударе, имеют 50% защиты от ближнего удара, от удара ближнебойным оружием. Ну и, естественно, есть такие дебафы, которые самые, вот мне больше всего не нравятся в игре, именно в лаборатории. Зомби может избежать смертельного удара, восстанавливая себе хп. Это самое-самое, что не есть отстойная лабораторная тема. Очень-очень печальная, очень-очень отстойная. Итак, мы, ребятушки, делаем ветера. Опа-опа, забираем карточки. Карточки вы могучие, выгоняйте стоитучи. Я пока получал. Говорят, что из ледокола тоже выпадает. Говорят, что из нашего первого боссика выпадают. Конечно, гниющего гибрида вот эти вот датчики. Но, блин, ребят, я ни разу не получал. Проходил уже несколько раз. Очень интересненько. Собрать дрон можно и без доната, просто проходя лабораторию. Лаборатория тема. И вы, как видите, понемножечку, помаленечку проходим. Что хотел сказать по поводу всего остального. По-моему, у меня зомби, когда бьют, хилятся, нет? Или все-таки они могут... Да, хилятся. Они хилятся, собаки сутулые, как вы видели. То есть уже в ближнем бою будет крайне тяжело пройти. Это уже, как минимум, для нас звоночек. Сейчас я двигаюсь быстрыми шагами, просто семимильными шагами к МК-8. Именно с него выпадает нужный ресурс. Если вы хотели спросить Михалыча, как вообще стол этот получить и как получить чертеж дрона, вам нужно просто двигаться по акту. Просто выполняйте задание акта, и у вас будет все хорошо. Чики-бомбонно, и вы обязательно попадете в то место, где просто вам дадут этот чертеж по миссиям. Да, ну то есть чертеж стола. Так, что здесь? Автономность у вас наступает, у вас не наступает голод, жажда, а так вы хотите туалет, не воняйте, пока вы находитесь в лабе. Вообще прикольная вот эта тема, ну потому что по-другому доступ... Давайте не будем ни вонять, ни вообще, мы просто автономный пацан, который идет вперед. Я не воняю, понял, мужик? Так что по мне по барабану. Я просто даже не пользуюсь дезодорантом, или меня просто обмазали сверху донизу дезиками. Итак, если вы проходите лабу точно так же, как и я, обязательно прямо сейчас черкните, ребят, сколько вам вот этих вот всяких датчиков, дроновых датчиков выпало. Потому что, как минимум, это интересно для себя, с каких боссов вас падало и насколько часто вы проходили. Проходите ли вы хард. Ну, в принципе, если подсчитать, то выпадает 4 датчика, да, за всю лабу. То есть вы должны пройти всего лишь 2 раза полностью easy hard, то есть полностью лабу. И потом еще один разочек просто-напросто easy пройти, даже без харда. И у вас все, лаба пройдена, и вы, самое главное, получили то, что хотели. Я так понимаю, что мы сейчас будем ставить модули на то оружие, которое у нас есть на почте, потому что мне этого просто-напросто не хватит. Ну, а с другой стороны, почему бы и нет? Прямо в лаборатории существует станок, на котором можно модернизации поставить. И это нереально круто. Ой, забыл. Мне ж ва-банк, ребят, только что забыл, что, прикиньте, сейчас, если бы меня слили, все, до свидания. Я бы потерял все, что у меня есть. Тактический рюкзак, бэшеньки и все остальное. Хорошо, хоть, блин, эти датчики занес. Поэтому ва-банк выбирать нужно быть в себе уверенным. Блин, прикольно было бы, конечно, чтобы вот эта вот тема уменьшить хп, запас здоровья. Вот видите, каждый у меня зомби надбит здесь. Запас здоровья немного уменьшен. Это достаточно неплохая тема. И я сказал бы, что если бы было там и 50%, и все, я бы юзал. Почему нет? Это нереально крутая экономия. Здесь в лаборатории иметь надбитых зомби, это круто. Джиггернаут.
Juggernaut. До свидания, Juggernaut. Мне, в принципе, не нужен. Дальше идем. Я не знаю, нужно ли открывать там. Здрасте, ученый просто улетел. Вздувшийся труп. Хватит ли мне оружки на самого последнего МК-8? Дойду ли я до него? Просто, наверное, нужно было взять хотя бы на один FN Scar больше. И прошел бы все. Прям близится наше сражение с самым топовым боссом. Ну, каким самым топовым? Одним из боссов. Всех сливать. Ну, в принципе, блин, они все равно огрятся, как бы ты ни хотел. Ну, 2 Фенскара, я думаю, хватило бы на него. Ну, а прикиньте, если не хватит. Прикинь, если не хватит. Прям придется все равно, наверное. Здравствуйте, живодер. Танцор-живодер. Паразиты там за стенкой. Блин, еще и живодеры. Понимаете, какие они? Они, во-первых, живучие. И, наверное, придется возвращаться. Здрасте. Прикольно. Идем. Хватит ли мне вот этих 1,5 фанскара на то, чтобы снести этого? Ну, давайте проверим. Если что, ну, в принципе, никогда не узнаем, если не проверим. В принципе, здравствуйте. Опа! И сразу уворочек. Вы видели, какой уворочек? 2000 хп. Не, мне кажется, я просто не подтяну по количеству хп, ребят. Ай, жесть, как она есть. Еще... Ой-ой-ой, пожалуйста, не надо! Если мы снесем половину Фанскара до 1000 хп, что маловероятно. А, тут еще паразиты вот эти ученые. Вот оно что, я быстрейшим образом просто еще пару миротворцев лупанул. То, что попалось самым первым с почты. Быстрейшим образом, потому мне так без них никак не справиться с этим дядьком. А вот теперь я уверен, что все, что мы делаем, теперь справимся. Так, дядь, не бей меня сильно. А вот теперь, миротворцы, настало ваше время. Генезис оружия здесь очень и очень таки кстати. Здравствуйте, МК-8. И мы, ребят, сейчас точно ставим на то, что с него должен выпасть наш еще один модуль. Модулидзе. Блин, ученые, давайте тоже сливайтесь. Я вам так скажу. Если на этих ученых наплевать и просто их не сливать, а наносить урон только МК-8 стараться, то поверьте, этих ученых придет настолько много. У меня было такое, что бегало 7 штук за мной, представь. Представь, 7 штук, пускай надбитые, но они броню разбирают, дай боже. Очень серьезно наносят демаг. Ну и в принципе сами демажат, и плюс еще броню разбирают. Чем больше зомби, тем быстрее они наносят и урон, и вообще вредят, и мешают, и все, как говорится, очень печально для меня тогда было. Вы что, пацаны, вообще, ребята, делаете? Вы чего? Сейчас разденут, ребят, и явно броня моя не выдержит. Хотя, до свидули. Опа! Еще один красивый полетный контроллер у меня в руках. Как вы помните, что все то, что нам нужно, то есть, как вы видите, вот это гидравлические детали. Здесь выпадает, кстати, здесь выпадают, ну, а вот аккумуляторы, проволока на ферме, алюминиевые кабеля, они делаются на поселении, кусочки вот этой вот стекла, ну, то есть, все то, что мы здесь видим, мы уже знаем, где добывать. Во-первых, то, что кабелей очень много нужно, алюминиевых, это да, поэтому нужно задуматься над тем, где их искать. В принципе, они сами по себе, да и не выпадают. Конечно, понятно, что каждый, кто сейчас смотрит видос, он сразу скажет: Михалыч, мол, там в шопе есть, купить можно. Но если вы, конечно, имеете возможность купить подобные, там, не знаю, вещи, то да, это круто. Но если нет у вас таких возможностей, то
Ваша тема это лаборатория, проходить МК-7, МК-8. Я, например, хард режим здесь проходить не буду. Мне генезис оружия достаточно мало. На Михалыча еще попробую один разочек пройти и изи, и хард. Пойду пройду сейчас все, что здесь есть, заберу. Ну а вам огромное спасибо за просмотр. Не забывайте, что вот эти вот штукенцы, естественно, выпадают здесь. И добывать их тоже можно именно здесь.